Привет, это Мексика, а если быть более точным, полуостров Юкатан. А если быть еще более точным, ее самая восточная континентальная точка в городе Канкун. Юкатан – это, пожалуй, самое популярное туристическое направление во всей Латинской Америке. И в этом видео мы разберемся почему. Мы посмотрим, как тут уживаются молодой дорогущий мега-курорт и древний город цивилизации майя. Окунемся в воду, из которой не хочется вылезать, и подплывем к воде, в которую я бы и входить-то не стал. У меня лишних рук нет крокодила трогать. И, конечно, всякие практические карибские штучки, роскошные пляжи и местная еда за все деньги мира. И где тут найти себе продюсера? Возьмите меня ведущим «Орла и решки», я ртом говорить в камеру могу. Но по классике жанра, до всего этого сначала нужно добраться. И спойлер, это был мой самый долгий и шикарный перелет на данный момент. Как вы, возможно, знаете, а если не знаете, то сейчас узнаете, каждая авиакомпания переделывает внутренности самолета под свои нужды. И вот это за моей спиной новейший трансатлантический самолет, который Turkish Airlines всего 2 года назад запустили в полеты. Значит, какая с ним история? Компания Boeing в начале 2000-х забила на идею сделать сверхзвуковой лайнер и начала разработку нового самолета с кодовым названием Dreamliner или лайнер мечты, который вместо скорости делал упор на комфорт и энергоэффективность. Новинка более чем удалась, и в 2019 году 15 таких красавцев поступили во флот Turkish Airlines со всякими наворотами в салоне под заказ авиакомпании. И, в общем-то, на вот этом малыше я буду телепортироваться в Канкун. Плохие новости, этот телепорт займет 17 часов. Хорошие новости, да что там хорошие, фантастические новости, это будет телепорт бизнес-класса. Сложность этой затеи в том, что снимать на борту можно только с официальным разрешением, а его у меня, к сожалению, не было. Но особо не палясь, кое-что все же подснял. И начнем с салона. Он устроен таким образом, что все места либо отгорожены, либо разнесены друг от друга, и у каждого пассажира своя мини-капсула. И лично для меня главная ценность этого места в одной единственной фишке, вернее даже в одной кнопке. Да, возможность выспаться в самолете в горизонтальном положении – это, конечно, настоящий люкс. Почти как в плацкарте, только чуточку дороже. Утро начинается с того, что тебе на серебряном блюдечке почти буквально приносят комплект всяких полезностей. Все упаковано в такую вот козырную сумку не самого дешевого бренда, и внутри настоящий джентльменский набор путешественника. Теплые носки, парфюм и зубоочистительное. Оно, кстати, было в тему всей поездки, потому что свою зубную щетку я забыл дома. И окончательно разлепив глаза, быстренько глянем, что еще есть в этой бизнес-берлоге. Во-первых, наушники с активной шумоизоляцией, которые, я специально поискал в интернете, стартуют от 400 баксов. Бортовой экран вполне соответствует наушникам, и его диаметр в районе полуметра. Даже не спрашивайте, откуда такие точные замеры. Ну и прочая мебель, вроде пульта управления этим всем, персонального шкафчика с зарядкой для девайсов и огромного стола. Наполнять его уже спешит вот этот джентльмен в правдоподобном костюме повара, и мы переходим к самому важному. Не думал, что я способен такое сказать, но еды на борту было прям слишком много. Самые разные угощения приносят по ходу всего полета. И в момент, когда вроде бы уже, все, наелся, приносят еще основное блюдо. Короче говоря, бабушка может быть спокойной, голодным меня там не оставили. И вишенка на всем этом бизнес-торте – это целый гигабайт бизнес-интернета, которого, в принципе, хватает для решения всех своих бизнес-задач. Например, попостить сторинзы в Инстаграм. Или проверить, что там у биткоина. Кстати, для всех манипуляций со своими криптокопеечками я пользуюсь криптовалютной биржей WhiteBit. Вообще, само словосочетание криптовалютная биржа вызывает у некоторых сразу двойную негативную ассоциацию. Криптовалютная со всякими мутными хакерами, а биржа с непонятными вложениями в воздух. Но эта технология уже плотно устаканилась в качестве альтернативы традиционным деньгам. Недавно, например, в небольшой латиноамериканской стране Эль-Сальвадор, которая, кстати, находится недалеко от Мексики, биткоин приняли в качестве национальной валюты. И с ростом принятия криптовалют в мире платежей, многие стали откладывать в нее часть своих доходов.
Но стоит помнить, что курсы криптовалют все еще могут быть довольно нестабильными, поэтому я бы не советовал переводить в них более 10% своего дохода. Все-таки инвестировать нужно с умом. И WhiteBit — это одна из самых безопасных бирж, которой можно доверить свой криптокошелек или транзакции новых и уже устоявшихся криптовалют. У них безупречная репутация в этой сфере, и меня лично подкупает то, что я сам знаю некоторых ребят, которые там работают, потому что это биржа с украинской командой разработки. В общем, если вы интересовались криптовалютами, но не знали, где безопаснее и удобнее с ними начать, то ссылка на WhiteBit лежит в описании к этому видео. Там же, кстати, лежит и ссылка на их YouTube канал, где они, так сказать, простыми словами объясняют, что такое вообще эта ваша крипта. Ну а мы с вами вернемся в небо над Латинской Америкой. Мы прилетаем на территорию Мексики, а если быть чуть более точным, то на полуостров Юкатан, а если быть еще более точным, то в город Канкун. В 70-х в этом месте не было ничего, джунгли, комары и кокосовая плантация, но за несколько лет тут отстроили настоящий курортный мегаполис, а его аэропорт стал вторым по нагруженности в стране, конечно же, после столицы Мехико-Сити. В этом самом аэропорту мы и покинем наш небесный вагон-ресторан и посмотрим, что ж там за чудо-курорт построили мексиканцы. Честно говоря, думал сразу с самолета начать рассказывать о самом Канкуне, но о процессе прохождения таможни в Мексике хотелось бы пару слов отдельно. Сразу при выходе из самолета, прям в рукаве, первая очередь, в которой проверяют документы еще до официального паспортного контроля. Такое я, если честно, вижу впервые. Перед паспортным контролем нужно от руки заполнить еще одну декларацию, которая добавится к целой папке уже распечатанных документов. И печатать нужно все. Брони отелей, обратный перелет, электронную визу, заполненную заранее, анкету здоровья, и я даже на всякий случай сделал ПЦР-тест, хоть он не требуется. И я бы с радостью обошелся без всей этой макулатуры, но в Мексике с этим лучше не шутить, потому что у каждого иностранца в очереди скрупулезно проверят все бумажки, прежде чем дать зеленый свет на въезд в страну. Но теперь я пойду искать общественный транспорт, потому что прилетел сам, и на такси разоряться как-то не хочется. Канкун встречает со всей своей курортностью. Пальмы, барчик прямо в аэропорту и целая армия таксистов и водителей отельных шаттлов. Но чуть в стороне ждет огромный комфортный общественный автобус, который всего за $3 отвезет прямиком в город. По дороге от аэропорта Канкун реально выглядит как какой-нибудь курорт Азовского моря. Поглядим, что будет дальше. А дальше я решил пешком пройтись полчасика от автовокзала до своего отеля и рассмотреть город вблизи. И спойлер, оно того не стоило. Да, насчет курорта Азовского моря я, возможно, погорячился, но часть Канкуна, которая подальше от моря, выглядит довольно пластиково. Тут нет какой-то особой архитектуры, и город застроен типовыми бетонными коробками, местами разбавленными пальмами. И застройка эта даже не думает останавливаться. Население с тех пор, как в 70-х курорт начали развивать, только растет. И сейчас тут живет 900 тысяч человек, без учета многочисленных туристов. И, честно говоря, сам бы жить в Канкуне я бы не хотел. И в первую очередь, наверное, из-за его климата. Воздух влажный, температура где-то 35-40. После гор и минусовой температуры как-то совсем непривычно. С такой жаришкой совершенно неудивительно, что люди не сильно торопятся выходить из-под кондиционеров своих машин. И город местами вообще не приспособлен под перемещение пешком. Совершенно непонятно, как тут переходить дорогу, потому что я вот вижу свой отель у себя за спиной, но прошел уже где-то полкилометра и ни одного пешеходного перехода. Машины постоянно плотно валят. Есть мысли заказать себе такси просто для того, чтобы он меня через дорогу перевез, но, наверное, не буду этого все-таки делать. Я таки добрался до своего отеля, и это, сюрприз, бетонная коробка с комфортными, но абсолютно стерильными и безликими номерами. Гостиница находится чуть поодаль от пляжа, и поэтому номер стоит всего в районе $75 за ночь. И да, это тут считается очень недорого. Но, как говорится, возможность заселиться и принять свой первый душ после 30 часов дороги бесценна. И вот такой вот вид из номера прямо на город. В общем, довольно неплохой отель. И, кстати, его бронированием занимался не я. Этот вопрос взял на себя Боря из New Way. Он как раз с группой поехал в Мексику. И я решил состыковаться с ними на их юкатанскую часть. Потому что все-таки в такие недешевые места путешествовать выгоднее с группой.
Но они все уже на пляже, и пока я буду туда выдвигаться, немного чуть более практической информации о Мексике в целом и Канкуне в частности. Это, в общем, рубрика «Туристу на заметку Канкун Edition». Значит, в городе есть вся необходимая инфраструктура. Больницы, магазины, большие концертные залы и, конечно же, гигантские торговые центры, в которых можно купить, в принципе, все, что душа пожелает. И карточку в Мексике, кстати, принимают далеко не везде, а о PayPass и оплате со смартфона вообще можно забыть, поэтому лучше таскать с собой запас налички и быть готовым к тому, что некоторые банкоматы попросят конскую комиссию. Цены в магазинах плюс-минус как у нас, кроме как на местные фрукты. Они тут стоят вообще копейки, и приехать в Мексику и не объесться манго до тошноты – это дурной тон. Что до поесть, то варианты тут такие. Недорогой местный фастфуд, с которым, как говорится, остро может быть дважды, сетевые заведения с недорогой, но немного ватной едой, и заведения поприличнее и подальше от туристических скоплений, куда ездят трапезничать местные жители. Вот это, например, очень уютная кафешка под названием El Huerto del Edén, или Райский сад. Завтрак тут будет стартовать где-то от $15 с человека, и это, опять же, по местным меркам очень даже недорого. Но, конечно, постоянно питаться в таких местах простому бюджетному тревелеру будет немного накладно. Поэтому я часть своего бизнес-багажа забил пакетами с сублимированной походной едой от Йидла. Это очень удобные штучки, чтобы быстро навернуть горячих сытных блюд и не разоряться на это в ресторанах. Последний рывок до моря я хотел сделать на Uber, но он тут не работает в пляжной зоне и пришлось заказывать официальное такси. Оно зарядило мне $25 за 10 километров пути, и сторговаться удалось только на 20-ке. Местные водители, конечно, просто непробиваемые. Но всегда есть и бюджетная альтернатива. Это те самые городские автобусы, которые всего за $1 отвезут вас прямиком в отельную зону Канкуна. Вы только вдумайтесь, на сегодняшний день один только город Канкун генерирует треть всей туристической прибыли со всей территории огромной Мексики. И это все, конечно же, благодаря решению когда-то превратить в отельный эпицентр эту замечательную 20-километровую песчаную косу. Отельная зона с ее прекрасными пляжами на Карибском море – это, конечно, главное достояние Канкуна. И что тут рассказывать? Ну, действительно, очень красиво. Давайте лучше поговорим об определенных шероховатостях. Во-первых, пляжи вроде как общественные, но зайти на них – это тот еще квест, потому что отели своей территорией загораживают все проходы. Во-вторых, водоросли. Их стало прибывать сюда прям в большом количестве около 10 лет назад, и не то чтобы они причиняли сильный дискомфорт, но, конечно, портят впечатление Карибского рая. Его же портит огромное количество торговцев, которые как по часам пытаются что-то тебе впарить. Ну и совсем уж в качестве придирки, несколько лет назад отели потрепал довольно серьезный ураган, но некоторые из них так и не привели свои фасады в божеский вид, как-то не очень соответствуют статусу одного из лучших курортов мира. Ну, конечно, что бы я там ни говорил, это все мелочи, потому что море тут просто неприличной красоты. И эта водичка привлекает не только туристов-аматоров, как я, но и профессиональных путешественников. Сюда приехала команда популярной в ютубах и телевизорах передачи «Орел и Решка». А что это за мероприятие, с которым вы вот сюда приехали? Привезли туристов. Показать им. Жаждут попутешествовать с Орлом и Решкой? Ну да. Будем снимать кастинг. И кто-то в истории таких поездок попадал в итоге на передачу? Ты знаешь, в истории таких кастингов был один кастинг, который реально зашел в серьезку. То есть мы его реально рассматривали. Но в основном нет. Чего уж там греха таить. И сейчас, я понял, еще на монтаже вот так появится плашечка 4200. Это уже вопрос не ко мне. Но меня больше интересовала не бухгалтерия их поездок, а впечатление о городе, в котором Женя далеко не в первый раз. Общее впечатление от Канкуна? Класс! Рай на земле! Ладно, теперь без камеры. Дорого. Немножко. Ну как бы не, классно, красиво, эффектно. Но вообще, в принципе, Карибы — это же рай на земле. Лично мое мнение, Карибы
лучшее место на Земле, но не Канкун. Ямайка, Куба, именно Сантьяго де Куба, не Гавана, боже, вылетело из головы. Много пива было сегодня. Но сами Карибы, вот эта вода, этот воздух, эти пальмы, это, конечно, топчик. Если бы это не было так дорого, то это было бы прям вот идеально. А так это идеально, но, черт побери, очень дорого. Мне кажется, сейчас только Тулум дороже вот в Мексике. А так, ну, посмотри, класс. Наверное. Жень, возьмите меня ведущим «Орла и решки». Я ртом говорить в камеру могу. На 100 баксов хоть неделю проживу. Ты даже не поверишь как. Слушай, ты только не обижайся. Так. Потом ты говоришь норм. Ну. И на 100 баксов как бы проживешь, даже не спорю. Но программа всегда начинается со стартовой подводки, где Так. ведущий одной рукой подбрасывает монетку, а другой... Все, вопросов нет. Понял. Извини, жесть, но как есть. Да. В общем, вот такой он Канкун. Дорогой, туристический, но красивый, как в американском кино. Ну что ж, и в лучших традициях моих видеоподелок под вечер закатная таймлапсишная. Вообще, Карибы знамениты своими прекрасными закатами, но в Канкуне есть одно определенное место, в котором они особенно хороши. Это самая восточная часть континентальной Мексики, собственно, маяк Канкуна. Маяк построили в 2009-м, и он больше служит не для мореходства, а для украшения мыса на самом краю отельной зоны и материковой части Мексики. На этот клочок суши можно попасть, обойдя отели по мелководью. Так, собственно, и делают местные и наслаждаются этими видами. Красота тут просто невыносимая. С одной стороны, такие вот мини-скалки, об которые бьются волны. Поднялся небольшой ветер, и волны стали прям такие кинематографичные. С другой стороны, этот самый маяк и заходящее солнце. Просто невероятно. А еще эта точка прям супер популярна для всяких разных фотосессий. И это не удивительно, вы просто посмотрите на эти цвета. О ночной жизни в Канкуне ходят целые легенды, но, скажу честно, она мне не так интересна, как те места на полуострове Юкатан, которые мы отправимся смотреть с утра. Дороги на полуострове Юкатан хорошие, местами ничем не уступают США и Европе, но, как и там, местами очень даже платные. Но главное разочарование, я предвкушал себе шикарные виды по пути, но за исключением редких просветов, все в плотных мангровых зарослях. И смотреть по пути особо не на что. Но в глубине этих джунглей осталось очень много интересного от коренного населения Юкатана, древних майя. Несколько часов езды от Канкуна по этим дорогам, и мы прибываем, наверное, в главный археологический заповедник всей Мексики. Для того, чтобы зайти на территорию, нужно купить билет, отстоять немаленькую по карантинным стандартам очередь и прорваться через джунгли, кишащие продавцами сувениров. Чичен-Ица – это самый большой и знаменитый город древней цивилизации майя. По оценкам историков, он возник где-то в середине первого тысячелетия и долгое время был главным экономическим центром этих краев. Но спустя примерно 1000 лет были междоусобные конфликты, там еще колонизаторы наложились, в общем, Чичен-Ица стала потихоньку увядать.
И в середине 19 века эту территорию начали изучать и раскопали кучу зданий с невероятной для тех лет архитектурой, и ученые до сих пор копают и разгадывают кроссворды со всеми тайнами, смыслами рисунков и предназначениями зданий. О некоторых из которых сейчас расскажу. В центре внимания Чечен-Ицы самое узнаваемое майянское здание – храм Кукулькана. Эта пирамида высотой почти с 9-этажку с идеальным квадратом 50 на 50 в качестве основания. На самом верху храм для всяких тогдашних обрядов, и к нему с каждой стороны ведет лестница из 91 ступени. И если прибавить к ним еще одну ступеньку в самом храме, то в сумме выйдет 365 ступеней. Знакомое число, не так ли? Эта пирамида попала в субъективный, но довольно авторитетный список из 7 новых чудес света. Но не только за свои идеальные геометрические формы, но и за целый набор дополнительных, скажем так, пасхалок. Во-первых, акустика. Все звуки снизу или шаги по ступеням отдают эхом в храме, воспроизводя крик священной птицы Кецаль. Во-вторых, несколько раз в год во время равноденствия тень, которую отбрасывают края пирамиды, создает иллюзию того, что змей Кукулькан, это бог, в честь которого назвали эту башню, ползет по лестнице. Выглядит довольно мистически. Ну а в-третьих, относительно недавно обнаружилось, что внутри пирамиды еще 2 таких же, только поменьше. Такая вот майянская матрешка посреди джунглей. Кстати, построили город Чечен-Ица именно вот в этом месте, не просто потому, что им понравился этот клочок земли посреди жарких зарослей, но потому, что тут вокруг сразу несколько источников пресной воды, а это в те времена был, наверное, самый ценный ресурс. Главные источники пресной воды на Юкатане – это обвалившиеся пещеры с водой под названием сеноты. И конкретно этот сенот использовали еще немного с другой целью. Одним из главных занятий древних цивилизаций были жертвоприношения, в том числе с помощью утопления вот в этом колодце у меня за спиной. Когда американцы и европейцы приехали делать сюда раскопки, то нашли драгоценностей на несколько миллионов долларов. Ну, а еще остатки 1500 человек. В общем, веселья тогда было мало. Справедливости ради, было в Чечен-Ице и место, предназначенное для развлечений, но, конечно, не без своих кровожадных нюансов. А вот это здешний стадион. Тут майянцы играли в свой любимый вид спорта, так называемый пок-топок. Что он из себя представляет? Значит, с двух сторон висят кольца, и 2 племени, ягуаров и орлов, сражаются за то, кто больше в эти кольца закинет мяч. И капитана проигравшей команды приносили в жертву вот на этом алтаре. Подвох в том, что кольца висят на высоте 14 метров, а мяч весит 3,5 килограмма. 3,5 килограмма мячик. Мужской спорт. И по правилам игры этот каучуковый мяч, а я напомню, он весит почти в 8 раз больше, чем футбольный, можно было бить только локтями и коленями. Звучит довольно сурово, и мне кажется, что после одного хорошего матча в пок-топок, в принципе, не особо будет сил сопротивляться, пока тебя несут на алтарь. При всей своей жестокости майянцы все же были отличными учеными. Вот это за моей спиной, например, обсерватория, в которой они с помощью сложной системы зеркал и всяких таблиц звездочетства наблюдали за небом и могли предсказывать затмения и прочие космические события. Собственно, из-за этого очень многие племя майя и знают. У майянцев в принципе было много изобретений, немыслимых для своей эпохи. Из самых известных это все та же астрономия и довольно точный календарь майя, базовая судовая система с законами, которые одинаковы в каждом городе, своя система счета и математика, шоколад, первыми использовать его для изготовления напитков придумали именно майянцы, и, конечно же, резина для того самого меча для пок-топока. Ну а современные же майя в Чечен-Ице больше заняты проведением экскурсий и, само собой, спекулятивной торговлей памятными мелочами. По своей напористости и наценке за товары здешние торгаши сувенирами могут дать мастер-класс своим коллегам из Турции и Египта. И, кстати, расположение лавок с сувенирами здесь – это в какой-то степени исторически достоверная вещь, потому что центр Чечен-Ицы – это, по сути своей, один большой рынок, который открывался по праздникам. А тут, как водится, есть турист, значит, каждый день праздник. И немного выводов. На Юкатане есть и другие, менее попсовые города майя, такие как Кобе или Экбалам, но они по масштабу всухую проигрывают Чечен-Ице. Она прям реально выносит мозг количеством и состоянием сохранившихся тут зданий. Единственное, что, конечно, немного портит впечатление, это повальная туристизация.
А еще очень жарко, поэтому поедем пытаться охлаждаться. Посещение Чеченицы в один день с енотами — это такой себе туристический хлеб с маслицем. Ты сначала паришься на этом выжженном ацтекском поле, а потом вот охлаждаешься в этом прекрасном месте. Сеноты — одно из главных природных достояний Юкатана. Это подземные пещеры с пресной водой, у которых обвалился потолок и получился такой вот колодец. С майянского слово сенот, собственно, так и переводится — колодец, потому что они отсюда добывали воду. А теперь добывают звонкую монету из туристов, которые приезжают сюда поплавать. У нас в Харькове раньше был аквапарк, который декорировали вот примерно точно так же. И очень необычно видеть такой же точно антураж, только в естественной среде обитания. На территории Юкатана вообще больше 6000 сенотов разных размеров, открытые, пещерного типа, разной глубины, но всех объединяет одно. Вода просто потрясающе чистая, такого полупрозрачного, полубирюзового цвета. Но тем, кто боится глубины, эти воды могут показаться немного стрёмными. Глубина тут в несколько десятков метров, и так как по форме это колодец, то никакой суши под ногами быть не может. Собственно, поэтому тут на входе всем выдают жилеты. И вообще в сенотах, куда за деньги пускают туристов, кстати, очень недорого, всего $10 с включенным обедом, все уже давно оформлено по уму, и тут можно комфортно и, что самое главное, прохладно провести несколько часов. В общем, сеноты — это туристическая движуха, в которую не стыдно разок заехать. Но мы погнали ночевать в ближайший город. Мы на один вечер пришвартовались в город с довольно испанским названием Вальядолид. Конкистадоры назвали его в честь тогдашней столицы своей страны, и это типичный пример колониального города. Цветастое одноэтажное здание, главная площадь и старая красивая католическая церковь. В общем, все по учебничку этого стиля. Единственный интересный факт об этом городе, ну, на мой субъективный вкус, это то, что изначально испанцы организовали Вальядолид намного ближе к заливу, но потом немножечко прифигели от климата и отодвинули его чуть дальше, вот сейчас в это место, где он находится. И забавно, что в Юкатане можно посетить города из 3 кардинально разных эпох всего за один день. Совсем свеженький Канкун, затем древнюю майянскую Чеченицу из 1-го тысячелетия и вот Вальядолид из середины тысячелетия 2-го. Забегая наперед, скажу, что в этом путешествии мы посетим еще несколько очень интересных колониальных городов, но о них в следующих видео. Вальядолид же стал просто перевалочным пунктом на одну ночь. Прежде чем уезжать, очень быстренько покажу отель, в котором мы ночевали. Он потрясающе стильный, сочетает в себе современную архитектуру, всякие винтажные фишечки и умело использует элементы местного колорита. И в отличие от бетонной коробки в Канкуне, отсюда прям жалко было выселяться, но надо. Вчера у нас были 2, пожалуй, главные туристические точки Юкатана. Но сегодня мы сделаем упор на его природу. И хорошо, что Вальядолид находится в непосредственной к ней близости. В 100 километрах от Вальядолида на северном побережье Юкатана притаилось небольшое рыбацкое поселение Риала-Гартас. В самом городе ничего особенного. Классика жанра. Вся жизнь вертится вокруг берега, тут длиннющий причал с лодками и, конечно же, рыбные рестораны. Но, вопреки моему ожиданию от рыбацкого городка, морепродукты в ресторане тут не такие уж и дешевые. Дело в том, что все мексиканские цены в местах, куда может заглянуть турист, рассчитаны на американскую публику, а для них отдать $30 за обед из морских гадов – это вообще не проблема. Но справедливости ради, очень вкусно и, пожалуй, того стоило. Особенно хотел бы отметить рыбу в кокосовой панировке, прям крайне неординарное сочетание. Но город знаменит не только своими морепродуктами. Значит, здесь, на берегу Мексиканского залива, расположилась лагуна, в которой организовали биосферный заповедник. Тут водится очень много разной живности, и поэтому этот городок стал одной из лучших точек в мире для занятий так называемым бёрдвотчингом.
Birdwatching — это, если простыми словами, когда американских туристов садят в катер, везут вглубь лагуны, и там они созерцают и фотографируют разных редких птичек. Например, вот грациозного черного ястреба. Смотри, что, поймал ястреба? Ну да, смотри, какой красавчик. С ребехой. Кроме ястреба, тут можно встретить вечно голодных пеликанов, а также одну из самых быстрых в мире – птицу-фрегат. Некоторые разновидности этих летунов могут проводить в воздухе без посадки больше месяца, но, к сожалению, на земле и на воде они чувствуют себя очень неуклюже, поэтому кормить их нужно как можно выше. Кто самый голодный? Скормлю пеликану. Мексиканская жадная чайка. О! Не, ну ладно, американские пенсионеры что-то понимают, это довольно весело. А чуть дальше по лагуне можно встретить, наверное, самых желанных фотографами тропических птиц. Конечно же, фламинго. К сожалению, ближе, чем на пару сотен метров, подойти к ним было невозможно, потому что хитрецы тусуются на мелководье, и лодка бы там села на пузо. Но и издали они выглядят очень и очень ярко. Это, кстати, отдельный вид этих птиц, так называемый красный фламинго, который тусуется только в таких вот карибских лагунах. И цвет его оперения гораздо более насыщенный, чем у известных всем розовых фламинго. В общем, хоть и с приличного расстояния, но самая настоящая экзотика. Но фламингосы — это не главный постоялец в этом заповедном парке. Значит, вот это у нас в кустах лежит маленький крокодиленок. Видели? А вот видели, да. А вот там вот плывет его мама. Офигеть. Конечно, крокодил явно не впервые видит лодки с туристами и уже спокойно к ним относится. Но сам факт того, что эта огромная скотина подплывает к тебе на такое расстояние, где его при желании можно потрогать, это, конечно, очень стрёмно. Ну его нафиг. Ты этого хочешь? У меня лишних рук нет крокодила трогать. Не знаю, как другие в нашей группе, но я немного высадился, потому что это, черт возьми, настоящий хищник, да еще и на своей территории. В общем, экскурсия завершилась с повышенным пульсом и, к счастью, с чистыми шортами. Честно говоря, я многого не ожидал от этого заезда, но крокодил прям на расстоянии вытянутой руки просто сцапал мое сердечко. Очень крутой опыт. В пересчете с человека лодка обошлась в $12. В общем, во всех отношениях сафари по Рио Лагартос зачет. Но это не единственное, ради чего мы сюда приперлись. На этом побережье розовое не только фламинго. По одну сторону от дороги бирюза Мексиканского залива, а по другую насыщенно розовые соленые озера Лос-Колорадос. Красота просто неземная. Но для того, чтобы увидеть эту красоту в таком ракурсе, нужно быть либо одной из тех птиц, либо иметь вот такую вот птичку в управлении. А для того, чтобы посмотреть на эти озера сблизи, тут устроили настоящий туристический театр абсурда. Рассказываю. Значит, из этих озер соль добывает компания с незатейливым названием Саль-Соль, и территория вокруг обнесена колючей проволокой. Но они подумали, а почему бы не диверсифицировать свои доходы и не пускать к озерам туристов, чтобы они могли посмотреть на все это вживую. Установим цену на вход, причем для иностранцев будет дороже, чем для своих, поставим обзорную башню, конечно же, с отдельным платным входом, и установим лимит по времени пребывания на территории. Но и это не все. С ними пустим сотрудника, который будет следить, чтобы никто не подходил к воде ближе, чем на 5 метров. Звучит как отличный туристический план.
Но если серьезно, если хотите посетить Розовые озера по-настоящему, без этих музейных замашек, то приезжайте к соленым заливам в Херсонской области. Они гораздо круче и доступнее. В общем, поездка к северному побережью Юкатана удалась ровно наполовину. Но мы возвращаемся в Канкун, потому что там есть одно местечко, достойное отдельного рассказа. Кроме континентальной части, возле Канкуна есть еще один довольно интересный остров, на который можно каждый день уплыть вот на этом пароме. Этот остров находится прямо на границе между Мексиканским заливом и Карибским морем. И если в Канкуне вода просто красивого бирюзового цвета, то здесь ее как будто в лайтруме выкрутили на максимум. Такое впечатление создается из-за того, что в целом тут намного чище и безлюднее, чем в Канкуне. На пляжах почти нет водорослей, а отели не такие многоэтажные. Здесь очень много пляжных клубов, мы нашли самый пустой, и за депозит в 300 песо с человека на баре, то есть мы на эти деньги можем заказывать, получили себе практически частный кусок пляжа. Это, конечно, не безлюдный тропический рай из какой-нибудь рекламы Баунти, но на острове Мухерес, что в переводе, кстати, значит «остров женщин», находиться гораздо комфортнее, чем на пляжах Канкуна. История происхождения названия этого острова тоже довольно интересная, и их целых две. Первое – это то, что когда-то в древние времена тут была какая-то жрица майя, у которой в прислужницах были только женщины. Вторая, которая, как по мне, гораздо интереснее, это то, что местные пираты, когда уплывали в свои набеги, оставляли здесь своих женщин, поэтому остров женщин. И я имею в виду не тех пиратов, которые приплыли сюда и скачали себе фильмец на торрентах, а прям настоящие пираты Карибского моря. И я сейчас не о киношке и даже не об этом ряженом фрегате с аниматорами. На этом острове в разное время нашли убежище довольно известной флибустьеры. Француз Жан Лафит, ирландец Генри Морган, его образ, кстати, вы могли видеть на этикетках рома. А у испанского пирата и торговца людьми Мундаки на этом острове была своя резиденция, и о его присутствии здесь напоминает вот этот недвусмысленный знак на его могиле. Но здесь в туристических целях не эксплуатируют всю эту пиратскую историю в хвост и в гриву. У них для этого есть история цивилизации майя. Между Канкуном и Исла-Мухерес ходит несколько тематических кораблей, и на этом в принципе все. И мне кажется, это потому, что излишне романтизировать пиратов, которые когда-то были настоящей проблемой в этих водах, не самая лучшая идея. Да и в конце концов, кому нужен цирк с аниматорами, когда тут такое море? И, кстати, еще один популярный способ добраться до острова, если вы разбили копилку или получили золотую карту в начале передачи, снять себе яхту или быстрый катер. Кроме очевидных плюсов по скорости, вы получите возможность понырять в разных интересных местах, а их имеется вокруг острова. Ну либо же просто наслаждаться Карибами, даже не выходя на пляж. Услышали украинскую музыку, играющую с катера, подплыли, а это ребята из Киева и Харькова. Мы к ним подплыли спросить, сколько стоит катер, 800 баксов на группу, кстати, и уплыли вот с бутылками Короны. Я впервые в жизни захожу в воду пустой, а выхожу с чем-то. Настоящий пират. И немного экспресс-выводов. Мы провели тут весь день, и это, пожалуй, лучшее, что я видел в Канкунщине. Сюда не зря приезжают отдыхать местные, потому что тут соблюден вот тот самый правильный баланс комфорта и в какой-то степени дикости. К примеру, на необорудованных пляжах с обратной стороны можно встретить вот таких вот упитанных красавцев. Эталонным завершением дня было бы встретить закат прямо на пляже, но нужно было спешить на последний паром на материк. А прикиньте, у них кто-то так каждый день по такому вот закату ездит с работы домой. Просто нелегальная красота. Но в целом эти места произвели на меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, очень много всяких туристических загонов, особенно на Розовых островах. Это прям просто какой-то сюрреализм. Но с другой стороны, вот такие вот закаты, невероятнейшее по красоте море. Я вот как человек, который больше любит горы, кайфанул от Карибов. Это просто потрясающе. Но, друзья, напоминаю вас,
Но, друзья, напоминаю вам, в Канкун надо ехать только после того, как вы побывали в Одессе, Железном порту, Судаке, Черноморске. Что еще у нас есть хорошего? Джар-эл-Гач, Кимбурская коса. О, конечно, Кимбурская коса — это огнище, на самом деле, очень даже и очень. То есть я к чему веду? У нас в стране есть что посмотреть, есть чем впечатлиться, но все равно эта эмоция типа нифига себе, у нас в стране такое есть. Когда ты приезжаешь сюда, у тебя другая эмоция, типа нифига себе, на нашей планете есть вот так. Вот. Что касается архитектуры и природы, тут есть еще совершенно потрясающий город Тулум. Я о нем много читал и планировал поехать туда, но чем больше я о нем узнавал, тем больше понимал, что поехать туда на один день – это всего лишь подразнить себя. Туда нужно ехать на неделю, а то и на пару месяцев. Так, кстати, сделал мой знакомый Артем Гавр и снял об этом прекрасное видео. Вот оно где-то вот здесь появилось. Посмотрите, я думаю, вам понравится. Ну, конечно, Мексика – это не только Юкатан, Канкун и вот это вот все туристическое логово. Это еще целая куча замечательных мест. И послезавтра мы с Борей, вот он стоит, что-то там снимает на заднем фоне, отправляемся их изучать. Поэтому спасибо вам большое, что посмотрели это видео, и увидимся в следующем. Но в следующих видео нас ждет просто невероятная Гватемала и Мексика со стороны Тихого океана. Поэтому, как всегда, не забывайте подписываться, нажимать на всякие ютубные кнопочки, задавать ваши вопросы в комментарии и, конечно, делиться с друзьями. Ну все, до связи.